Дорогие зрители, с вами Арсений Синя-Треноженко. Сегодня мы поговорим о звуках в Counter-Strike. Дело в том, что многие из вас стараются там купить себе наушники подороже, подешевле, но при этом абсолютно не умеют ими пользоваться. Не пытаются там научиться различать лево-право, и, соответственно, очень часто бывает такое, что на матчмейкингах я просто подбегаю там с ножом к кому-то, а человек просто этого не слышит. Поэтому отдельный выпуск посвящается именно звукам, дорогие зрители. Непосредственно Counter-Strike наш. Сделал я игру с ботами стандартную, выставляю звук там стандартный 0.03. Именно с таким я играю, ну или 0.04. И попытаюсь вам вот буквально в двух словах объяснить вообще, как нужно слушать. Кстати, вспоминая себя в вашем возрасте, в возрасте там 13, 14, 15 лет, я могу сказать, что очень часто я с другом отдельно создавал карту и, соответственно, бегал туда-сюда, и, точнее, он бегал, а я слушал, ну и наоборот, естественно. И мы пытались услышать, как вообще у нас звуки проходят в кейсе. Тогда был Counter-Strike 1.6 или 1.3, неважно, версия старая, но здесь все довольно-таки похоже. То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что вы, например, становитесь, вот, к примеру, в этой комнате, да, за террористов, и просите своего товарища, вот слышите, на радаре слева бегает бот, на зиге. Побежал. Оп, пропал. И вы понимаете, что вот, например, из этой комнаты очень прекрасно слышно зиг. Но оно тут и понятно, потому что стенка довольно тонкая, этот участок вообще прошивается, и, конечно же, здесь все прекрасно слышно. Также вы можете, например, его попросить там поставить, например, вот здесь, да, принимая вот зиг вот с этой позиции. А вы, соответственно, будете бегать, например, под точкой Б. И вот таким вот, такой вот кропотливой работой вы со временем поймете вообще о том, где можно топать, где нельзя. Ну вот, например, банальный пример. Очень часто, когда ты говоришь, ребята, идемте медленно на точку Б, да, за террористов, очень многие начинают, точнее, останавливают свой топот вот где-то в этой позиции. Это уже неправильно, потому что, находясь на зиге, вот здесь игрок защиты, часто включает Shift и начинает левым ухом слушать. И примерно он слышит вот все вот эти перемещения. В подвал топот, вот здесь топот и так далее. Поэтому, если вы идете под Б и не хотите издавать вообще ни шороха, тогда уже в этой позиции нужно включать Shift. И аккуратненько на шифте подходить. Ну, не забывайте, естественно, про прострел, который может пройти вот в этой позиции. И что самое главное, по таймингу он будет простреливаться. Точно так же и на коврах, например, на точке А. То есть вы за террористов, когда идете по коврам, должны уже в этой позиции, вот здесь, оп, останавливаться и идти на шифте. Потому что игрок защиты часто успевает зайти быстро под ковры, и опять же правым ухом уже слышит, что происходит. И бонус этого выпуска про наушники, да, и уши, я бы хотел добавить, что пользуйтесь радаром. Очень часто бывает такая ситуация, когда идет заварушка, и какой-нибудь игрок из противоположной команды заходит к вам в спину и пристраивается, и начинает бежать. И вы из-за того, что радаром пользуетесь не так часто, не обращайте внимания, что добавляется дополнительный звук, и что сзади вас бежит противник. Опять же, это довольно-таки легко услышать и распознать, потому что вы смотрите на радар, вы видите, где бегут ваши тиммейты, и вы понимаете, что там спереди бегут только чуваки, а сзади никаких топотов не должно быть, а при этом есть топот сзади. И, соответственно, вы сразу разворачиваетесь и убиваете чувака, который пристраивается к вам в спину и не даете себя убить. А, соответственно, чувак, который пристроился в спину, это практически выигранный раунд. И поэтому вы можете поставить крест на каком-либо игроке, чтобы он против вас взял целый раунд. Это важно. Надеюсь, гайд вам пришелся по душе. До новых встреч. Пока-пока.